утро всем. Мы собираемся уже на дачу. Собрали вещи. Ну, собираем. Я почти свои собрала, еще малая собирает. Дима прям на нее насел, говорит: Таня, поехали с нами на дачу. В общем, Танька едет с нами, это точно. А у меня такая случилась проблемка утром. Если бы не моя привычка купаться по утрам, не знаю, что бы было бы. Короче, утром пошла купаться. Ну, естественно, разделась. И под грудью увидела клеща. Он, конечно, очень маленький. Я сразу и не поняла, что это клещ, потому что у меня есть родинки. И он размерами, ну, как родинка. Ну, в общем, он такой миллиметрик. Просто такой манюпусенький. Я сначала не поняла, что это такое. И так ногтем, думаю, ранка. И такое красное вокруг. Думаю, странно, я вроде нигде не билась, не царапалась. Ну, то есть, откуда она взялась. И я его, короче, так ногтем смотрю, что он... Ну, что это не ранка, она не отваливается. Оно как висит на волосинке. Ну, я взяла так ногтями, раз достала и все. Конечно, сглупила, его ж надо крутить там, но он такой маленький был, прям миллиметрик. Я вроде посмотрела, ну, как бы у меня со зрением все хорошо, но он настолько маленький, что, ну, вроде я голову достала. Я очень надеюсь, обработала уже. Еще могу сказать кое-что. Что? Чем больше пьет клещ кровь, тем больше он вырастает на полкилометра. Он в 100 раз может вырасти. Да, 100 раз может вырасти. И я ж быстро давай зайти в интернет, читать, что он такой маленький, он или такой, или есть, но все-таки нет. Он изначально очень маленький, потом он напивается крови, становится большой. Ну, как бы вроде, я надеюсь, ничего страшного. Мне кажется, что, ну, не то, что мне кажется, он по-любому присосался или ночью, или утром. Потому что я вчера вечером в душ ходила, я ничего такого подобного не видела. И тут просто обалдела. Я заметила, быстро Димку обсмотрела со всех сторон. Слава богу, нету. Просто мы в лес ходили, но если бы я его прицепила бы в лесу, он бы был бы уже очень огромный, правильно? А так он очень маленький, прям такой манипусенький. Надеюсь, меня пронесет, потому что я его спалила. Видела там у одних на канале, что они палят, короче, клещей. Наверное, я тоже правильно сделала, что спалила. Хорошо бы. Вообще, как бы правильно, нужно его собирать в баночку, относить в больницу, в лабораторию, чтобы его проверяли на разные болячки. Но так как сейчас, во-первых, карантин, ты никуда не отнесешь. Хотя кого обману, я бы так не отнесла бы, не знаю. В общем, я просто переживаю, я уже всем сказала, что меня укусил клещ. Если мне будет плохо, знайте, меня укусил клещ. Чтобы все были в курсе. А я сейчас хочу попить кофе. Димону нужно готовить обед и ложить его спать. И где-то в часов 5 приедет за нами папа. Мама, ты будешь пить кофе? Ты хочешь на дачу? Да ты не пей кофе, так А будешь. чё? Я не буду быстро пить кофе. Ты обедать будешь? Да. Ты пипец. Надо Зато подстричь. я буду долго будет вариться, но не так долго. Угу, да, долго. Лишь бы не спать. Ну, какая-то зараза выскочила. Точнее, она выскочила еще дня 3 назад. Это я ее просто только надавила. Зачем я ее надавила, так ее хоть видно не было. Теперь ее видно. Все, мы уже вышли. Танюха собралась, целый рюкзак нагребла. Ну, конечно, не лучше. У нас целый пакет. Еще у меня тут в тени рюкзак целый. Идем сейчас в тупик, подъедут за нами. Начинается у нас приключение под названием дача. Ну, кто чем будет заниматься? Кто Димона развлекать? Кто будет клеить? Каждому свое. Идем, герой. Димона пришлось разбудить, потому что я его положила поздно. И он не выспался. Он, короче, не выспался. Я вот это покупала. И он без настроения. Да там машина, сейчас сядешь. Ты готова к труду? Готова? Да. Трудиться, а где ты будешь трудиться? Клубнику собирать. Вот, Там клубника. себе в рот. Ей хватит, да. Идем мы. О, не колупаться. Я ремонт и клубника. А ты что будешь делать, Дима? Не, меня снимать. Стрелять. Ты посмотри на него какой. Нет настроения есть. Нет настроения чего? Снимаю. Не выспался, да? Подняли тебя, разбудили. Я могу поспать. Я Мам, понял.
Аккуратненько, тихонечко идешь сам ложишься спать, да? Нет, Ну ты же спать хочешь. як потом. Значит, так можно Он поспать. передумал. Спать. Ночью можно поспать сколько хочешь. А мы уже на даче. Таня, что-то печальная стала, грустная. Ну, не знаю, как-то печально. Чего? Тебе нравится здесь? Да, тут классно. Красивенько. Я хочу вот тут сфоткаться, я хочу вот тут. В смысле, вот тут в Хочу зеркале? вот тут, да, вот так вот тут. Знаете, приехал инстаграмный ребенок. Вот тут вот на тени хотела сфоткаться. На Ой, закате. на тени красиво. Заката Да. сейчас особо нет. Повезло. Пойду по участку покажу, что изменилось. Здесь уже вовсю петушки. А как их вообще, нарциссы? Нет, не нарциссы. Как их? Короче, я их называю петушки. Вон какие красивенькие. О, какие красивые. Беленькие, фиолетовенькие. Эти скоро будут, как их, вот эти, пионы. Пионы. Класс, Дима? Виноград распустился. Черешня еще зеленая. Я так ждала. А она еще зеленая. Вот, видите, она говорила, что нельзя кушать деревья. Можно. Свое можно. Даже зеленое. Травы много. А тут я очищала. Угу. Такие красивые вообще. Привет, моя. О, ты со своим деревом здороваешься. О, а где моя вишенка? Ну, вот это и вот это. Я не знаю. Это все помидорки. И клубничка. Ну, я у Юля ж делала. Садила Ира. Здесь он. Так, красненькая есть. Здесь растут, не знаю, что это. Наверное, синенькие. Вот тут кабачки. Вот здесь перчик. А здесь клуб. Будем пробовать. Конечно, она еще зеленая. Я так люблю черешню, прям обожаю. И опять этот дурацкий ветер. Что дурак? Прошла мимо вкусной ранней. Что это? С первой черешней меня. Обалдеть. Я черешней готова объедаться ведрами. Какая красивая. Косточку не забудь выплюнуть. Ну что, вкусно? Да. Да, вкусно. Еще хочешь? На, пусть еще. Ну, Но там не ходить, там лук растет. И я счастливая. У нас свет пропал. Короче, хорошо, что мы так приехали вовремя, все включили, и счетчик начал вонять. Ну, дымиться, слава богу, нет, трещать. И все замкнуло, и все выключилось. Ну, как бы у нас ужин почти доготовился, сейчас будем уже кушать. Ну, будем без света. Романтика, будем при свечах сидеть. Ну, а что? Но, опять же, хорошо, что это случилось, пока здесь были мы. А если бы нас не было, тут и морозилка, и холодильник работает, и неизвестно, что бы могло случиться. Ну, а так завтра приедет электрик, ну, эти, с ДТК, и будет все делать. Ну, а сегодня будем так. Хорошо, что у меня хоть телефон заряжен. У нас сегодня какой красивый закат. Такие пушистые облака. И ветрено. А Димон с Малой где-то там. Фоткаются, что-то делают. Как красивенько. Ляпота. героев, но они почти не доели королеву. И тогда только надо ложиться спать, зажмурить глаза, вспомнить сознание. И удар можно только
свечью победить. Но у них не было свечей. Нигде не продавалась свеча. Нужно было огонь. Сказки на ночь. Но никогда было. Никогда не случился Сегодня от огонь. Димы. Не хотелось им огонь развить. Сейчас я с вами буду уже прощаться, потому что будем ложиться спать. Все поприходят и все. Димка у нас тут рассказывает сказки. И мы сегодня будем наслаждаться, камином. Если бы не этот цвет, не было бы никакого камина. Красиво. Я хочу дом. Когда я куплю дом? Конечно. Да? По-любому. В первую очередь называется будет камин. Нет, вот так, чтобы грел. Дома Покупать? подорожали. Дома подорожали немножко, подорожали. Дома подорожели. Ну, я думаю, мы когда-нибудь купим дом. Да? Я тоже очень хочу. Всем хорошего дня, уютного вечера, доброго утра. А мы будем ложиться спать. Так что всем пока и до завтра.